Всем привет! Это Алексей Наумов, шоу или программа «Разбор». Сегодня мы разберемся в американской политике немножечко, но касательно Южного Кавказа. Кто важнее, кто нужнее и кто полезнее государствам Южного Кавказа и странам вокруг него? Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, или Камала Харрис, кандидат от партии Демократической? Давайте разберемся. Не буду долго томить вас секретом и скажу, что согласен с мнением азербайджанского президента Ильхама Алиева, что для стран Южного Кавказа, для Азербайджана и для стран вокруг Южного Кавказа, в частности для России, лучше приход Дональда Трампа. Тут объясню, в чем дело. Дело в том, что Камала Харрис, Джо Байден до нее и в целом Демократическая партия придерживаются во многом идеологизированной политики. Они, правда, верят, что Соединенные Штаты Америки — это сияющий град на холме, это бастион демократии, оплот свободы и прав человека. И важной задачей для этого бастиона и оплота является продвижение вот тех вот самых идей на внешнеполитической арене. Можно ли сказать, что для демократов вопрос идеологии, вопрос продвижения демократии является ключевым? Нет, конечно, нельзя. Мы понимаем, как много у США замечательных союзников, у которых, скажем так, с демократией как-то чуть-чуть не очень работает. Например, Саудовская Аравия. Хочется всегда спросить, что у вас там с правами человека, что у вас там со свободами и, что называется, с лицом. Тут, в общем-то, понятно, что когда-то США могут буквально закрыть глаза, когда-то могут зажать нос и работать с кем только не приходится. Но вопрос идеологической насыщенности внешней политики для них важен. Во многом это, кстати, касается именно политики внешней, если эта политика находится далеко от сферы их интересов. Скажем, Саудовская Аравия находится близко к сфере их интересов. Это Ближний Восток, это нефть, это ресурсы. И тут США держат ухо востро. И буквально работать они будут самым распоследним негодяем, если это помогает обеспечивать США доступной нефтью. С Южным Кавказом ситуация другая. Южный Кавказ не является для США ключевым регионом. Он, конечно, важен, это перекресток, это такое вот собрание стран, имеющих не последнюю роль во внешней политике, но давайте согласимся, что регион это не ключевой. А когда регион не ключевой, у вас есть прям все основания свою вот идеологическую платформу внешней политики развернуть, что называется, на полную катушку. Кто у нас тут демократический, свободный, правочеловековый, максимально открытый и не имеющий никаких проблем? Спросите вы американца. Он посмотрит на карту и скажет: конечно же, Армения. Вот в Азербайджане видите, сколько президенту власти, а в Грузии видите, какие законы принимаются. Это нам не подходит. А вот Армения прекрасная, замечательная и удивительная. Это все приводит к тому, что США делят страны на свои и чужие, да, буквально на добро и зло, на свободные и несвободные, на демократические и авторитарные. И это, что называется, бинарная категория. Тут нету, что вот, знаете, вот одно, а вот другое, вот то, а вот это. Здесь есть или белое, или черное. И мы с вами, господа, находимся в черной категории, а Армения находится в белой. Да, потому что она свободная и демократическая. Так нам сказали в Вашингтоне. Буквально позвонили и сказали. К чему это приводит? К тому, что внешнеполитические действия Армении начинают оправдываться. Им начинают находиться какие-то оправдания, им начинают находиться какие-то обоснования. То есть Армения оккупировала Карабах. Это плохо. Скажите, вы же так тут за территориальную целостность ратуете, что с Россией сцепились в смертельной схватке? Да нет, как-то неудобно, вот Армения, она же такая демократическая, свободная и хорошая. Поэтому, если вы находитесь в регионе, который для США не очень важен, вы будете получать вот это вот или черное, или белое, или дружбу, или вражду. И здесь понятно, что такой подход, он, конечно, красиво может выглядеть из какого-нибудь вашингтонского или нью-йоркского офиса, но плохо работает на земле. И вы можете стучаться в 1000 дверей, объяснять американцам, что нет, вы знаете, мы нормальные, мы просто хотим земли свои освободить. Это наша земля, она принадлежит нам по международному праву, вот вам документы, вот вам карты.
никого это интересовать не будет. Вам сказано, что вы авторитарная, значит, дыра, и вот вам там сидеть, и к вам отношение будет соответствующее. Вас, может, примут там, по головке погладят, какие-то ресурсики у вас купят, но как только нужда в вас отпадет, вас вот так вот вышвырнут за пределы вот этого так называемого цивилизованного мира. Тут пример многострадальной Грузии, кстати, прекрасно подходит. Когда надо было, обещали, красивые картинки показывали, а как только грузины начали что-то там делать, что они хотят, так тут сразу и без виз пригрозили отобрать, и санкции выписать против политиков в страну, их буквально не пускать, деньги заморозить. Понятное дело, что выйти из такой парадигмы очень сложно, если не практически невозможно. Мы видим, что вот Грузия как бы из него вышла, да, тоже была такая постсоветская мутная страна, потом благословенная революция РОС, священный Саакашвили, а теперь обратно вернулись к тому, что было. Поэтому понятно, что демократы с их вот этой политикой продвижения американского образа жизни и американского же образа демократии, это для Южного Кавказа такая себе история. Тут, опять же, да, согласимся с Ильхамом Алиевым, ничего хорошего мы от Камалы Харрис не ждем. Тем более у самой госпожи Харрис пока и программы своей внешнеполитической нормально артикулированной нету, и, в общем-то, не очень понятно, что она за кандидат. Поэтому просто смотрим на позиции Демократической партии и их вот этой идеи продвижения своего образа жизни. Дональд Трамп, республиканец. Удивительное дело, что мы с вами привыкли к другим республиканцам. Это те, которые нахмурят бровь и такие: сила, свобода, мир с помощью мощи. Буквально такой, знаете, вот Рейган, который смотрит на вас орлиным взглядом, провозглашает вас империей зла, испепеляет, войска вводит и говорит: господин Горбачев, снесите эту стену к чертовой матери. Это то, что называется республиканцы-курильщика. Это те республиканцы, которые раньше заправляли, в общем-то, в республиканской партии, играли там первую скрипку. Это то, что принято называть неоконсерватизмом. Давайте вкратце расскажу, когда это разделение появилось. Дело в том, что когда началась Вьетнамская война, многие республиканцы были традиционно такими ребятами изоляционистскими, которые такие: мы тут сидим на своем континенте, нам вмешиваться никуда не нужно, там как-нибудь без нас разберутся. Но среди них появились люди, которые были недовольны такой позицией. Они назвались неоконсерваторами, то есть консерваторами нового толка, которые говорили, что да, мы консервативны, но нам нужно продвигать нашу силу, наши идеи. А те, кто остался на старых позициях, они получили название палеоконсерваторы. От слова палеос, то есть древний, старый. И дело в том, что Дональд Трамп как раз является вот таким палеоконсерватором. Не во всем, но очень во многом, и в первую очередь в том, что касается внешней политики. Дональд Трамп активно говорит и пишет: наш интерес – это интерес американского народа. Что американскому народу выгодно, то мы, в общем-то, делать и будем. И, например, если Тайвань не захочет платить нам за защиту, то мы его от возможной китайской военной операции защищать не будем. Это вот такой подход буквально про деньги. Подход такой вот технократический, подход очень практический и направленный на очень четкое и понятное осуществление своих интересов. В чем отличие от подхода демократов? Вот у них подход продиктован идеей, подход продиктован каким-то вот образом, да? И дело в том, что под этот образ можно подвязать все, что угодно. Ну вот, например, да, сегодня вы плохой, если вы не защищаете права человека в том понимании, которое в это вкладывает Запад. Ну окей, скажем, вы, например, выборы у вас не свободные, вы плохой. Завтра вам могут сказать: вы знаете, а если у вас нету в стране парада какого-нибудь меньшинства, то вы тоже плохой. Это же свобода, а вы душите эту свободу. То есть, как бы критерий, по которому вас судят, он не объективный. Он буквально сегодня один, а завтра другой. И зависит от толкования того человека, который находится сегодня в Белом доме, сидит в овальном кабинете. А у Дональда Трампа позиция понятна. Вот как бы ему нужны деньги, ему нужна какая-то в этом плане власть, но власть также направленная на экономическую выгоду для США. Это очень понятный и предсказуемый подход. Этот подход называется «ты мне, я тебе». Подход бизнесмена. А Дональд Трамп, в первую очередь, как мы помним, является бизнесменом и магнатом.
Он в этом плане предсказуем. Сегодня демократы требуют от вас выборов, завтра требуют какой-нибудь парад, послезавтра потребуют, не знаю, легализовать гормональную терапию для детей в школах. Они могут потребовать все, что захотят. Вы даже не знаете, что они завтра вам скажут. Дональд Трамп очень практичен. Его каждый раз интересует одно и то же. Вот эта вот грязная зеленая бумажка, которую мы все любим и называем долларом Соединенных Штатов Америки. Поэтому, безусловно, когда Ильхам Алиев говорит о том, что Дональд Трамп предпочтительнее для Азербайджана, говорит, понятное дело, завуалированно, дипломатически, но, что называется, между строк, читать мы с вами умеем, иначе зачем бы мы были, что называется, нужны, да? То он об этом и говорит. Мы хотим предсказуемых, понятных и нормальных рабочих отношений с Соединенными Штатами Америки. Это, кстати, и позиция российской власти. Вот что говорит российская власть? Она говорит буквально каждой стране, с которой взаимодействует: давайте вы не будете защищать чужие интересы. Давайте вы не будете защищать очень обтекаемые и непонятные критерии вроде международной свободы, всеобщих прав человека. Давайте вы просто вот будете вот скажете, что вот вам нужно, а мы скажем, что нам нужно. А потом мы как-то вот придем к какому-то совместному решению, и нам просто будет понятно, вот чего вы хотите, а мы скажем, чего мы хотим. Это потрясающий своей новизной подход буквально идет к нам с древности, когда государства понимали, что у каждой страны есть свои интересы. И ключ зарыт именно в согласовании интересов. У более сильной державы более какие-то глобальные значительные интересы. У более мелкой, так вышло, что она не так влиятельна, у нее интересы поменьше. Но мы тоже понимаем, что они есть, их уважаем, и мы как бы видим, мы понимаем, мы можем вообще как бы предсказать, что она захочет завтра, а не вынуждены угадывать какие-то буквально мыслительные эманации людей, которые движимы идеями. Сегодня они движимы одной идеей, завтра они в рамках этой идеи что-то другое всунут, левый уклон, правый уклон. Знаете, все это уже проходили, мы проходили, они вот не проходили и сейчас в этом всем сидят. Поэтому, безусловно, что называется, приветствуем любой выбор американского народа. Страна суверенная, сама знает, как ей лучше. Но для системы международных отношений, для многополярного мира, то есть что такое многополярный мир? Да, это когда у вас много центров силы, и каждый из этих центров силы, он примерно открыто говорит, что он хочет. Да, вот мы тут сидим, да, вот здесь вот у нас есть Южный Кавказ, и все страны, которые входят в Южный Кавказ, и все, которые вокруг, да, это входят, понятно, Азербайджан, Армения, Грузия, вокруг это Турция, Россия и Иран, они не хотят, чтобы внешние силы вмешивались в регион Южного Кавказа, приходили, размещали свои базы, навязывали свой образ жизни. Но вот не хотим. И мы об этом открыто говорим. Демократ какой-нибудь американский скажет: нет, вы что, мы должны продвигать, защищать всеми силами до последней капли крови. А республиканец, в частности, вот такой вот палеоконсервативный Дональд Трамп скажет вам: слушайте, мы понимаем, конечно, нам тут нужно только вот это. Давайте будем торговать, вы нам ресурсы по нормальной цене, мы не лезем, все как бы нормально. Вот буквально договоренность, буквально как говорится на английском языке сделка. Так что, безусловно, опять же, любой выбор американского народа приветствуем, со всеми, что называется, можно будет работать, но для многополярного мира палеоконсерватизм американский — это все-таки хорошее решение, и здесь дело не только в Дональде Трампе, а дело вот в этой идее, которая, наконец, дает американцам понять, что, возможно, не стоит пытаться определять все и вся во всех регионах мира. Не только потому, что это неправильно и, в общем-то, довольно странно, но и потому, что в регионах появляются свои центры силы, на мировой арене появляются свои центры силы, чего один Китай только стоит, о котором там 30 лет назад было еще практически ничего не слышно. Так что хорошо, что американский гегемон понимает, что, в общем-то, в современных условиях эту гегемонию надо как-то немножечко модифицировать или сворачивать. Так что ждем ноября. С предсказуемым, что называется, контрагентом работать всегда проще, чем с идеологически заряженным и непредсказуемым. Поэтому ждем, опять же, осени. С вами был Алексей Наумов и шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк. Это важно для распространения ролика на YouTube. И оставляйте комментарии, пишите, в чем бы еще вам хотелось вместе разобраться. До встречи через неделю.